Здравствуйте, друзья! Меня зовут Нина Воронова-Барте, я психолог, кандидат биологических наук, а это мой кот Тёма, который будет прекрасной иллюстрацией к нашему сегодняшнему видео. А почему, я расскажу потом. Тёма, скажи привет. Привет, люди! Все, отпускаю кота. Так вот, почему Тёма иллюстрация для нашего видео? Потому что сегодня я буду давать вредные советы о том, как неправильно и правильно питаться при РПП. А Тёма — это кот, которого мы взяли из приюта, и оказалось, что у него диабет, и он набрал очень большой вес, и потом ему пришлось его сбрасывать и сидеть на диете. Тёма — успешный пример того, как, хотела сказать, человек, как кто-то, кто пользовался моими советами по питанию сегодняшними, прекрасно справился со своими проблемами. Так вот, сегодня буду говорить о том, что такое антиосознанное питание, почему не нужно питаться осознанно, если у вас РПП, и что вообще я имею в виду. Но прежде чем я начну рассказывать об этом, как всегда, я вас прошу подписываться на мой канал, ставить лайки, репостить, комментировать и делать все возможное, чтобы помочь каналу продвинуться, потому что это очень важно для меня и для многих других людей с расстройством пищевого поведения. Это будет хорошей помощью, я надеюсь. Так вот, осознанное и антиосознанное питание. Вообще люди с расстройством пищевого поведения очень заморочены на тему того, как вообще чувствовать голод и насыщение, чувствуют ли они голод и насыщение, что вообще с этим происходит. Люди с анорексией все время хотят чувствовать голод. Они все время проверяют, голодные ли они, не голодные они. Для них очень важно не есть тогда, когда они не голодные. Они все время стараются вот это вот почувствовать, что вот я голодный, я могу поесть. Люди с компульсивным перееданием все время хотят чувствовать сытость. Они очень плохо переносят голод, он их пугает, и они все время хотят наесться. Они хотят поесть и почувствовать сытость. И их очень угнетает то, что они не чувствуют сытость, или чувствуют ее очень поздно, или когда уже вот так. И они тоже все время хотят научиться чувствовать сытость. А булимики не хотят чувствовать ничего. Они не хотят чувствовать голода, они не хотят чувствовать сытости, они желательно вообще бы ничего не чувствовали, и пусть еды вообще не существует, так будет проще. А психологи наоборот, психологи все время тоже говорят, что надо научиться отличать эмоциональный голод от физического голода. И есть надо осознанно, не спеша, и все прожевывая и чувствуя вкус. И нужно питаться интуитивно, каждый раз задавая себе вопрос, чего хочет мое тело, и зачем вот это моему телу, и есть только то, что хочет мое тело. А люди с расстройством пищевого поведения, у них эта система голода и насыщения в принципе, вот сейчас внимание, не работает. Они так хотят чувствовать голод вовремя и насыщение вовремя, что они прямо, у них это прям вот идея фикс. Что такое система голода-насыщения? Система голода-насыщения — это такой участок, за это отвечает такой участок в нашем мозге, который находится в гипоталамусе. И вот он там такой маленький, и он, собственно, и регулирует это все. Сначала там есть участок, отвечающий за голод. Когда у нас в организме, в крови не хватает сахара или еще чего-то, он возбуждается, подает сигнал, который мы распознаем как голод. Там есть участочек, который отвечает за насыщение, когда желудок наполнен, когда в кровь поступают питательные вещества в достаточном количестве. Участок, отвечающий за насыщение, подает нам сигнал, и мы его распознаем как насыщение. Еще у нас в процесс питания вовлечена дофаминовая и серотониновая система. Дофаминовая система отвечает за то, что вы вообще хотите есть, предвкушаете еду, жаждете еду, смотрите на еду и хотите ее. А серотониновая система подкрепляет нас. Вот мы, поели, нам приятно, хорошо. И серотониновая система отвечает за то, что именно мы любим есть и что нам вообще нравится. В чем проблема? Проблема в том, что у анорексиков в этой системе голод-насыщение подавлена часть, отвечающая за голод.
Анорексики в острой фазе не чувствуют голода, они чувствуют насыщение, даже если съедят кусочек протеинового батончика. Они чувствуют это насыщение. И они все время хотят почувствовать голод, чтобы есть по голоду. Голод они чувствуют редко и по чуть-чуть. А дофаминовая система, которая отвечает за желание, за предвкушение, вот это, чтобы мне такое поесть вкусненькое, дофаминовая система у них тоже не работает. Они, когда видят вкусную еду, если им показывать там пончики, булки, не знаю что, она у них не возбуждается, она у них не отвечает так, как у всех других людей. Поэтому, когда анорексики ждут голода, они могут его вообще не дождаться. Что касается людей с компульсивным перееданием, то у них все наоборот. У них подавлена часть центра голода насыщения, отвечающая за насыщение, и гиперактивирована часть, отвечающая за голод. Поэтому они все время чувствуют голод и очень плохо чувствуют насыщение. А вот что касается дофаминовой системы, она наоборот, она все время гиперактивирована, и поэтому они все время хотят, они об этой еде думают, они о ней мечтают, они представляют ее вкус. Им очень важно получать удовольствие в процессе еды. У них изначально там вот очень много стимуляций. Я голодный, я хочу вкусненько, я хочу и это, и это, и это. И когда они видят еду, им очень сложно себя контролировать. Что касается булимиков, то у них там просто, прошу прощения за ненаучный термин, полный расколбас. Потому что они, с одной стороны, и голод выносят очень хорошо, как анорексики, а с другой стороны, они чувствуют вот это вот желание есть и, как это сказать, вот это предвкушение еды, вот эту потребность есть. Они тоже все время чувствуют. Но булимики, как правило, не чувствуют голода физического. Если они в хорошей форме, они могут не есть сутки, и им нормально. Они отлично выносят вот это пустой желудок, вот это все. Так же, как анорексики. Но у них у булимиков заведенная дофаминовая система. И если только у них все плохо, допустим, да, дофаминовая система плохо реагирует на какие-то другие стимулы, а дофаминовая система отвечает за предвкушение всего. А вот на еду она реагирует. Она именно на еду реагирует. Это такой безопасный стимул. Они удовольствие плохо получают, они от еды его не получают. Но вот это вот нервное желание есть, чтобы хоть что-то почувствовать, проявляется у булимиков. То есть у булимиков, если у анорексиков все четко, центр голода подавлен, и дофаминовая система, у людей с компульсивным и эмоциональным перееданием тоже, может даже больше, чем у людей с компульсивным перееданием, потому что эмоциональное переедание, там вообще каждый день человек может есть в норме. Компульсивное переедание – это все-таки приступы. Между приступами нормальное питание. Так вот, у людей с эмоциональным перееданием центр насыщения подавлен, а дофаминовая система гиперактивирована, а у людей с булимией абы что происходит. И там, и там. Зачем вообще нам чувство голода и насыщения? Откуда оно вообще? Вот зачем? Вот часто психологи, специалисты по интуитивному питанию, специалисты по осознанному питанию говорят о том, что это очень важное, что это важная регуляция того, сколько мы едим и когда мы едим. И это действительно так. Чувство голода и насыщения появилось в эволюции где-то там у червячков. Кстати, есть животные, у которых нет чувства насыщения. Например, есть такие родственники пауков, которые называются сальпуги, в Средней Азии живут. У них нет чувства насыщения вообще. Они в природе не могут, они там бегают, охотники, ловят мух каких-то. Они не могут столько поймать, чтобы объесться. Но если вы будете давать сальпуге еду, она будет есть, пока не лопнет. Считается, что акулы тоже так могут делать. Ну, не знаю, сальпуги точно могут. То есть не обязательно это регулируется. Но в принципе чувство голода и насыщения существует для того, чтобы улиточка и червячок, у которых нет ни часов, ни знаний о нутриентах, ни представления о том, что у человека должен быть завтрак, обед, ужин и полдник, чтобы они понимали, когда пора грызть капустный лист,
а когда пора остановиться. Вот эта система возникла в эволюции, когда у вас появляется чувство голода, когда у вас пустой желудок, когда у вас низкий уровень сахара в крови, появляется чувство голода, вы едите, потом это все, желудок наполнен, уровень сахара снижается, вы чувствуете насыщение. Для улиточек, для ежика, для червячка это супер важная регуляция. Она нужна. Иначе все либо умрут с голода, либо объедятся как сальпуга и лопнут. Но вы не улиточка, и не червячок, и не ежик. Что я имею в виду? Сейчас скажу страшную вещь. Простите меня, пожалуйста, все специалисты по осознанному питанию и по интуитивному питанию, или не прощайте, можете меня проклинать, как хотите. Ни чувство голода, ни чувство насыщения, ни чувство удовольствия не обязательны для того, чтобы нормально есть. И еще раз, ни чувство голода, ни чувство насыщения, ни удовольствие от еды не обязательны для того, чтобы нормально есть. Вы разумные существа, у вас есть часы, у вас есть представление о том, что там белки, жиры, углеводы, вы все это знаете. У вас есть представление о том, что такое человеческая порция, какой это размер, там, не знаю, у этой человеческой порции, какой он должен быть. И поэтому, если у вас РПП, особенно в острой фазе, я вам настоятельно рекомендую не ориентироваться ни на чувство голода, я об этом уже говорила, ни на чувство насыщения, ни на то, вкусная эта еда или невкусная, хотите вы ее или не хотите. Просто ешьте. Ешьте какое-то человеческое количество еды, причем какой-то человеческой еды, потому что есть бургеры с утра до вечера, это не человеческая еда, так люди не едят. Так едят только какие-то там особые люди, и они за это платят. Грызть капусту с утра до вечера – это тоже не человеческая еда. Еда должна быть человеческой в человеческом количестве. Я понимаю, что это очень обтекаемая формулировка, но вы разумные люди. Вы сможете этим воспользоваться. Ни голод, ни насыщение, ни вкус не важны. Просто ешьте. А теперь о коте. У кота тоже нет часов. Но тем не менее, когда мы поняли, что у кота диабет, ему был поставлен диагноз, ему назначили инсулин, и он должен был питаться там, определенное количество еды съедать за день. Естественно, коту никто не дал мешок корма и не сказал: так, кот, имей в виду 20 грамм за раз. Естественно, коту проще, ему выдают. Но кот, у которого нет часов, он очень четко знает, что он ест в 8 утра, потом он ест в 2 часа, потом он ест в 5 часов, и потом он ест в 8 часов. И если я забываю его покормить, он приходит и смотрит на меня долгим взглядом. И если кот так может, то вы тем более так можете. Потому что хотя коту выдают еду, и он не имеет возможности съесть что-то не то, не так и так далее, но вы-то раз в 500 умнее кота. И не важно, что ему там хочется или не хочется. Ему выдали, он съел, пошел заниматься своими делами, гонять вторую кошку, например. Ваша задача такая же. Забудьте вы про этот голод и про это насыщение. Когда-нибудь наладится и наладится. Может быть. А может нет. Неважно. Главное – есть человеческую еду человеческими порциями, человеческое количество раз в день. Все. Вот такой простой рецепт от Нины Вороновой-Барте. Всего-то. Брать и делать, что называется. Если бы это было так легко. Ну, не суть. Это, собственно, все, что я хотела вам сказать про антиосознанное питание. Минимум осознанности, пожалуйста. К черту это все, эту осознанность. Так,
Тем более, если анорексик будет питаться осознанно, тщательно жевать и прочувствовать весь вкус, он вообще есть не будет. Он реально сгрызет пол яблока и скажет: все, больше не могу, все, вот, все, не помещается. И действительно, это не будет враньем, это будет чистой правдой, потому что обращает внимание на чувство сытости. Так вот, все, что я хотела вам сказать. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылки, как всегда, в описании к этому видео. Подписывайтесь на мой телеграм-канал и ищите меня в социальных сетях, если я вам нужна. Пока!